Привет, ребята! Сегодня поохотимся на зайца в узерку или самотопом, как получится. В общем, у нас чернотроп вовсю, погода отличная, сухая. Сегодня где-то 1 градус мороза, тепла. Наконец-то я достал свою МР-очку. Давно ее с самой весны не видел. Сейчас прогуляемся, немножко поохотимся. Смотрите все сами. Охота на зайца очень динамичная, и поэтому таких стационарных кадров я вряд ли буду показывать. Это в основном будет съемка с головы, как я иду. По ходу охоты буду что-то комментировать, возможно, что-то нет. Не знаю, будет сегодня заяц, не будет, как в этом году с поголовьем, непонятно. Вот сегодня разведочный такой открытие охоты на зайца-беляка чернотропом в узерку. Погнали! Вот, ребята, свежие погрызы на упавшей осине. Значит, зайчик где-то здесь есть. Нужно теперь только найти, где он спрятался. С чем сейчас и будем заниматься. Солонец не заработал. Так бывает. Прошел, ребята, вот этот вот околок. Погрызы были, заяц уже перешел на зимнюю пищу. Но самого зайца обнаружить не удалось. Возможно, мимо него прошел. Все возможно. Ну, волка многие кормят. Сейчас пойдем топтать следующие околки. Хорошо, когда все вспахано, поле чистое, уже больше мест, где предположительно заяц может спрятаться. Ну, продолжаем топтать, продолжаем искать. Хорошее место для залежки, особенно он в тех завалах. Внутрь входить не буду, потому что если я войду внутрь, он полем уйдет. В это время года заяц уже должен быть практически белый, полинялый уже. В такую погоду он знает, что ему кирдык, поэтому сидит очень долго, не вылазит. Оп! Оп! Ночь была тихая, без ветра, поэтому, скорее всего, в таких маленьких околках его не будет. Вот сейчас пройду вот так краем травы. Здесь кружок сделаю, посмотрим. Так, начну отсюда в ту сторону, потому что я хочу пройти в ту сторону. Но здесь, конечно, лесок интересный, но всего не объять. Все. Идем вот этим краем, сильно далеко заходить не буду в эту траву. Трава еще не полегла. Теплая осень дает свои плоды. Но все истоптано, похоже, косулями истоптано. В такой травушке будет тяжело. Не, ну зайцу тоже нафиг не надо в такой траве. Ему уже убегать надо. Ему уже надо, чтобы была дорога. Не полегла трава. Морозов не было еще вообще. Еще не было морозов у нас. Там трава вся стоит в полный рост. Прошелся по еще одним кустам. Опять ничего не нашел, никого не поднял. Но такая вот охота по чернотропу на беляка. Пока найдешь, где он залег, можно все ноги стоптать до жопы. Так, все, пошел я в некошенные места. Пройдусь тут еще кружочек. Ну вот, ребята, в таком некошенном поле называется «Найди иголку в стоге сена». Но мы будем пробовать. Вот, друзья, вот такое вот заросшее бурьянами поле. Раньше здесь было пастбище, здесь потом косили. А теперь вот бросили, видимо, невыгодно стало. Все это теперь угодья пропащие. Ничего здесь не будет. Заяц вряд ли тут будет жить в такой густоте. Жалко. Ну, я сейчас вот эти кусты талиновые обойду здесь. Такой
ежегодная раздача здесь зайцев была, но теперь вот в связи с вот этими обстоятельствами непонятно, стоит ли сюда и лезть, не стоит. Но в любом случае пройду краешком. Вот эту сейчас траву немножко протопчу. Здесь вот частенько заяц сложился в прошлый год. Но трава сильно высокая. Сильно высокая. Иголка в стоге сена, реально. Что-то пошло не так. То ли нюх мой сбился, то ли зайца здесь нет, то ли я его просто не могу найти. Ой, так. Заброшены здесь угодья немножко стали. Перестали косить траву на сено. Сейчас буду делать последний марш-бросок. Посмотрю. Край вот этого болотца сейчас пройду. Так, кромка, и вдоль этого рыка пойду к тому месту, откуда начинал. Попьем чайку и будем переезжать в другое место. Что-то не нравится мне здесь в такой траве лазить. Пройдусь вот так вот краешком вот этим некошенным вдоль поля. Авось какого-нибудь увижу зазевавшегося косола. Надо первого где-то найти, понять, куда они нынче затарились. Где-то в поле сидят или глубоко в лес, в деревья забираются в лес. Всегда самая большая дилемма — найти, где они есть. Конечно, вот такая теплая погода немножко носит коррективы. Трава не полегла нифига. Что, по-моему, 10-й раз сказал. Ну ничего. Я говорю свои эмоции, чтобы было понятно, а не жалуюсь. Ну что, ребята, проверим наши предпочтения. Где бы вы прошли, вдоль вот этого рыка или вот так вот вдоль этой полянки и туда, в ту сторону? Влево или вправо? Напишите в комментариях. А я пойду направо. Мне как-то вот это вот волнует как-то меня. Ну а здесь, вполне возможно, что и здесь лежит. Но разорваться что-то не могу. Возможно, пройдусь еще и назад. Как мне в голову взбредет, чтобы потом не переживать. Вот где он может лежать? Вот где угодно. Где угодно. Задача охотника — догадаться. А заяц? Я громко говорю, потому что сейчас он будет из-под ног выскакивать. Его в такой траве не увидишь, поэтому надо его прям под задницу пнуть. Оп! Чтобы он понял, что по его душу я тут хожу. А, крапива. Мое любимое. Ходить, конечно, тут очень приятно. Не, все, выхожу. Нафиг. Не вариант. Вот этот я лес обошел. Здесь я походил, ничего нет. Но мне надо вот сюда, за этот лес выходить. Но я обойду вот этими кустами и вот этой кромкой, чтобы зря просто по одному и тому же месту не наматывать. Больше вариантов, когда где-то в других местах ходишь. Все истоптано, но, по-моему, это косуля все истоптано. Косуля мне не нужна. Вот он, косули следы. Натоптано, вот свежий буквально, вчерашний, наверное, или ночной.
Заячьи места, заячьи, только зайцев нет. Только зайцев нет. Зараза, поймал за ногу. Леший. Поиграться со мной решил? Ну давай, давай. Поиграй, только и зайца тогда дай. Ох, ну как вот этот околочек маленький, красивый, не посмотреть, а? Хотя мне он совсем не по пути. Хотел туда, но все равно его зацепим. Ну, в общем так, ребята, 5 километров позади, ни одного подъема, вообще ничего не видел. 1,5 часа, там час 45 ходьбы. Короче, переезжаю в другие, чуть-чуть подальше. Что-то здесь как-то похоже, то ли зайца нет, то ли он где-то в каких-то вот этих вот некошенных пушерях сидит, что его там фиг выловишь. Так что переезжаем, увидимся позже, не отключаемся. Не знаю, через ветки попаду, не попаду. Есть. Так, где-то здесь. Вот он, красавчик. Так, это получается с мелкашки. Сколько тут? Метров 50, наверное. Вот он. Красавело. Так, где-то в эту сторону, в этот где-то попадание где-то здесь должно быть. Ну, попадание четкое. Сидел вот на этой березе. Ой, березе, на осине, на этой. Я его сквозь ветки видел. И так потихоньку перемещался, пока минимальное количество веток было. И получилось, что удачно. Похоже, пробил легкие, потому что кровь изо рта пошла. Все. На всякий случай взял дробовик, думаю, что если буду догонять. Подъехал, хотел машину поставить вот здесь зайца посмотреть. Смотрю, взлетел и сел, думаю, ну что его буду оставлять, что ли? Спокойно вышел, спокойно расчехлился, спокойно подошел. Не спортивно, конечно, ну похер. Ребята, взял косача с мелкана, с собой его взял вместо рюкзака. Пройду сейчас вот эти ближайшие околочки на полях окрестные. Они тут нормальные такие, может и зайчик попадется. И вдруг, если косача пугну, ну тогда с нарезного косача попробуем поохотить. Так, какая-то малина тут. Главное, чтобы здесь еще кое-кто малину не собирал. Мишаню!
полем. Вот так бывает. Молодой зайчишка. Ой, хороший. Ну что, с открытием сезона. Так, рюкзак я, конечно же, не взял. О, еще и мелкашка за спиной. Ладно, пойдем. В руках буду нести. Что теперь поделаешь? Ой, спасибо, хозяин. Сразу с одного околка мне и косача дал, и зайца дал. Вообще не жизнь, а просто малина. Стрелял, кстати, с четверки. Четверка дробь. Вот они где лежат, в траве, вот в такой, в сухой. В колках. Ладно, сейчас донесу до машины. Возьму рюкзак, уберу мелкашку, пойдем еще походим. Где-то еще здесь должны они быть. Выводок. Вот, ребята. Косач, зайчик есть. Осталось еще рябчика найти. Так, сейчас пойдем. Сейчас в моих планах вот этот маленький околочек пройти, посмотреть, что здесь по зайцам. Тут, наверное, не пойду далеко. И потом вот этот вот большой, изначально, который я хотел проверить. Скорее всего, там тоже что-то есть. Попробуем, пройдемся. Кстати, частенько замечаю такую негативную реакцию, что типа вот молоденький заяц, там всех молодых, глупых там выбиваете. Ребята, а что, разве хорошо бить матерых, как сказать, маток, которые племенное поголовье? Да лучше, ребята, вот таких молодых. Они, во-первых, и вкуснее с гастрономической точки зрения. Во-вторых, с точки зрения популяции, лучше оставить матерого, которые уже взрослые. Они нормально будут плодиться, размножаться. Так что я считаю так. Если у вас какое-то другое мнение, можете написать в комментариях. Мне будет интересно почитать. Так, все. Подхожу к околку. Вот он. Идем смотреть. Поле скосили, но еще не запахали. Прям идеально. Ходить хорошо, можно подъехать куда хочешь. Как говорится, рай для этих форточников и фарщиков. Ну и нам тоже приятно. Лисья нора. Так, вот здесь уже более интересно становится. Здесь может быть зайчик. Здесь зайчик может быть. Это береза поваленная. Они еще не совсем побелели. Молодые вон еще наполовину белые, рыжие. Старые-то уже белые должны быть. А эти еще с шапочками. Кафтан не сменили. Так, ребята, маленький околочек я обошел. Околочек хороший, мог бы он там сидеть, но почему-то не захотел. По одному известному зайцу причине. Так, вот хороший околочек. Пушистый. Но протоптать мне его придется тут попотеть, конечно. Ну, а вообще, охота на зайца, она такая, дело потное. О, да, все как я люблю. Ну, ладно. Дорогу осилит и души. Так. Тогда его не змейкой, я, наверное, краями обойду. И вернусь обратно сюда. Вот, ребята, смотрите, какая хорошая опушечка.
Вот мне сейчас моя цель теперь вот ее вот так вот зигзагами вот так вот ее весь должен пройти. Наверняка где-то здесь он лежит. Потому что если один заяц там был, это выводок, где-то еще должно быть. Охота, правда, больше месяца уже открыта. Мало ли кто тут охотился, но надеюсь, что мне еще оставили. Поэтому стратегия будет такая, вернее тактика. Или стратегия, не знаю, я не разбираюсь, я не военный. Военную науку не подскажу. Так, одеваю камеру, хватит пиздеть. А, да, забыл. Рыба-карась игра началась. Вот прям ходить надо каждые метров 20-25 максимум. Потому что сейчас он еще и не полинял и до конца. Он так забивается в кочку куда-нибудь, что ты его не увидишь. Тебя пропустит и уйдет. Это его любимое. Отсидеться и свалить. Так, здесь прошел, ничего не видел. Делаю вот уже, получается, вторую петлю. Ну и так, пока лес не кончится. Или заяц не попадется. Какие хорошие тут местечки, елки-палки. Просто отличные. Должен быть заяц где-то здесь, должен. Обязан. Сейчас вот эти вот места надо обтоптать, осмотреть. Вот и все. Есть еще один зайчик. Я же говорил, что тут еще один должен быть. Только вот буквально сказал, вот он есть. Ну вот так вот, опыт не пропьешь. Как-то так. Где искать зайца-беляка по чернотропу? Вот в таких местах и надо искать. Надо искать вот такой пушистый. Если у вас такие же места, как у меня, вот околки все вот эти вот в полях. Желательно, чтобы поле было покошенное, чтобы они точно были не в поле, а где-то здесь прятались. Вот заходишь в околок и вот где-то находишь опушечку с такой травой и обходишь методично вот все места, где может он лежать. Где-то вот под упавшими деревьями, там в какой-то вот траве густой. Бояться красться не надо, надо идти наоборот погромче, чтобы он тебя слышал. Потому что в начале сезона сидит плотно, иногда можно даже на него практически наступить. Поэтому подкрадываться, красться будет только вредом. Так, что здесь у нас? Ну вот еще вот. И надо почаще делать зигзаги. Главное все проходить. Если ты будешь идти там просто краем или еще где-то, то запросто можно его просто пройти. Трудолюбие, ребята, трудолюбие. И ничего такого. Ну и немного опыта. Ну еще главное, чтобы заяц, конечно, водился. Если зайца нет, то его там хоть где ищи. Хрен ты его найдешь. Так, это что такое? Шиповник. Так. Пошатаем этот куст.
Смотрите, вон заяц сидит. Уши белые, видите, торчат. Ёлки-палки. Вот тебе и узерка. Не, я, короче, стрельну ему по голове, короче, похоже, чтобы не портить тушку. Вот она, красавчик. Да, короче, это, не люблю я потом, когда вот попадешь ему по заду где-нибудь или в кишки, блин, потом кушать его неприятно. Лучше вот на лёжке как бы. А то было у меня, блин, там, начинаешь играть в джентльмена, потом начинаешь в него кучу патронов стрелять, потом он, блин, весь поломанный, переломанный, половину выкидываешь в гематомах. Лучше так. Ну вот и все, друзья. Такая получилась сегодня охота. Поеду до дома. Будем ждать теперь первого снежка, тропления. Самая интересная пора. Так что всем пока, успехов, удачных охот. Всем счастливо.